Всем здравствуйте. Меня зовут Сан Саныч. Никогда не записывал видео для YouTube или еще для чего-то. Ну вот, решил все-таки записать. Много видео о системе ЕГР. Рециркуляция отработавших газов. Много рассказано на сайтах, много снято видео, как глушить стоит ли или нет. В общем, я выскажу свое мнение, которое, чисто мое мнение, никого ни к чему не призываю. В общем, вот это вот мой автобусик Toyota Hiace, движок дизель 3-литровый, 1 КЗТЕ, турбовый. Вот. В общем, ездил я с незаглушенным ЕГР, ездил с заглушенным. О ЕГР. Вот у нас клапан ЕГР стоит, который открывает подачу выхлопных газов в впускной коллектор. То есть, что у нас происходит? ЕГР не работает постоянно. Она постоянно закрыта. Она работает в определенных режимах. То есть, когда мы глушим ЕГР, то мы перекрываем доступ выхлопных газов в впускной коллектор и в цилиндры. Для чего это сделано? На YouTube и на разных сайтах очень много на эту тему рассказов о том, что это сделано для того, чтобы снизить токсичность выхлопных газов. Да, верно, но это одна из причин. Вторая, для того, чтобы снизить температуру горения топлива в цилиндрах. Для этого и подаются выхлопные газы во впускной коллектор. Когда мы перекрываем ЕГР, то мы получаем чистый воздух в цилиндры, больше кислорода, что повышает температуру в цилиндрах. В этом я убедился на своем опыте. Пока покажу вам две форсунки. Вот эта форсунка отработала примерно 1070 километров пробега на этом двигателе. Плюс по роду моей работы мне приходится раз в неделю ездить и ночевать в машине, когда минус 40, минус 50 градусов. То есть машину не заглушишь, она работает всю ночь. Вы понимаете, что пробег получается это по километражу 1070, а моточасы гораздо выше. Вот. И вторая форсунка прошла чуть больше 10 тысяч с заглушенной системой ЕГР. Обратите внимание на цвет распылителя. Он синий, что говорит о том, что он перегретый. Выработки практически нет. Днище почти новое. Почти новый распылитель. Что такое для распылителя 10 тысяч километров? Но он синий. Он стал лить. Вместо положенных 135-145 он открывается на 110 и льет струей. И так вот все 4 распылителя. И вот опять же покажу форсунку, которая прошла 70 тысяч. Видите, она не посинела. Система ЕГР не была заглушена. Она беленькая. И вот это вот перегретая. Я для себя вывод сделал. Я систему ЕГР глушить не буду. То есть, когда мы глушим систему ЕГР, что мы получаем? На определенных режимах у нас компьютер дает команду на подачу выхлопных газов в выпускной коллектор. Клапан срабатывает, но так как у нас стоит заглушка, выхлопные газы не поступают. Дальше что получается? Датчик кислорода
дает компьютеру команду, что слишком много кислорода во впускном коллекторе. Для этого количества кислорода компьютер добавляет и количество горючки. Повышается температура горения и все, что из этого следует. Потом народ жалуется, что появляются трещины на форкамерах, что перегородки на головках трескаются. В общем, я никого ни к чему не призываю, но вот я показал то, в чем я убедился на своей машине. Вывод делайте для себя сами. Все, всем спасибо за внимание.